Поступив в зарубежный вуз и переехав в страну мечты, мы настолько счастливы, что забываем о наличии розовых очков и уверены в том, что нам все по плечу. Так оно и есть, конечно, но необходимо понимать, что с переездом наша жизнь круто меняется, и многие даже привычные нам вещи здесь совсем другие. То же касается и учебы в университете. Если вы хотите преуспевать, вам нужно забыть о том, как проходило ваше обучение на родине, и мотать на ус рекомендации русскоговорящих студентов за границей. Это поможет вам избежать множества ошибок, сохранить нервы и деньги. Это, кстати, может быть полезно не только студентам вузов, но и школьникам. Даже не пытайтесь подготовиться к экзамену за несколько дней. Русского студента отличает от других умение подготовиться к любому, даже самому сложному экзамену за 3 дня или ночи. Или вообще за 1. Большая часть студентов из России допускает именно эту ошибку. Они не учатся на протяжении семестра, отдавая предпочтение тусовкам, новым знакомствам, путешествиям, полной уверенности, что все успеют или сделают шпаргалки. Но практически в любом зарубежном вузе каждый экзамен в себя включает программу полностью. Весь учебник или учебники, а также все лекции, которые читал преподаватель. Здесь нет возможности вытянуть билет и ответить только на 2-3 вопроса из программы. Если это экзамен устный, преподаватель может опрашивать студента и по 40 минут, потому что он должен спросить его по всей программе. Плюс еще по каждому предмету надо читать дополнительные материалы. То есть реально надо сидеть в библиотеке и читать то, что не задавал преподаватель. Это очень важно и хорошо оценивается. Если же это письменный экзамен или тест, то и он включает в себя вопросы абсолютно каждой из тем. Чтобы получить хотя бы минимальный балл, достаточно для сдачи экзамена, необходимо очень сильно постараться. Многие русскоговорящие студенты за рубежом признаются, что на родине не прочитали столько учебной литературы, сколько в другой стране для подготовки к одному экзамену. Отсюда становится ясным, что время на подготовку необходимо распределить в течение семестра. Более того, в Канаде экзамены проходят каждые 6-7 недель, а подготовка к ним занимает не только аудиторное время, но и по 2-3 часа ежедневно внеурочно. Из-за этого ритма студентам некогда распыляться на другие занятия, чтобы успевать все сдавать без хвостов. Учиться необходимо с самого начала. И не забывайте, что вы иностранный студент, для которого английский язык или какой-либо еще язык не является родным, что прибавляет еще несколько часов к подготовке. У меня в Великобритании я сдавал первый свой экзамен через неделю после начала обучения. Вот так. Второй совет. Не пытайтесь договориться. В наших российских вузах почти всегда есть возможность договориться. Все мы люди, стараемся друг друга понять. И иногда работающие студенты просят у преподавателей возможности не посещать занятия или сдать какой-то проект, иногда даже вместо экзамена. А то и предлагает свою помощь в каком-то бытовом плане. Помыть окна или постирать занавески. Ну вы поняли. Чтобы получить хотя бы заветный удовлетворительный балл в своей зачетке. За границей такое не работает. Более того, это не принято и, вероятно, незаконно. Задача преподавателя дать все необходимые материалы студенту для того, чтобы он смог усвоить все нужные навыки для его профессии. Задача студента использовать по максимуму ту информацию, что ему дают. Взятки здесь сурово караются, а подкуп конфетами или алкоголем в лучшем случае будет истолкован неправильно, а в худшем тоже будет расцениваться как взятка. Кстати, многим преподавателям даже элементарно невыгодно брать взятки, ведь их зарплата вполне достойна. В той же самой Америке, например, даже ассистент преподавателя вуза получает в среднем $70 000 в год. А также не думайте, что сможете получить оценку выше, если постоянно ходите на пары. Сидите за первой партой и охотно отвечаете на вопросы преподавателя, а также задаете свои. Шансы получить наивысший балл одинаково как у студента-активиста, так и у студента, предпочитающего сидеть на галерке и молчать, потому что оценка на экзамене не зависит от того, посещали ли вы занятия и как часто разговаривали ли вы или молчали, а зависит исключительно от ваших знаний, продемонстрированных на экзамене. В университете Бикока в Милане экзамены сдаются в основном письменно, а преподаватель проверяет ту или иную работу, даже не знает, кому
кому она принадлежит. Да, так вам не смогут завысить баллы лишь на основе личного отношения. Ну и занизить тоже не смогут. Здесь все оценивается максимально объективно. В той же Великобритании экзаменационные работы будут отправлены в другой университет другим преподавателям, профессорам на перепроверку. И, конечно, они понятия не будут иметь, ходили ли вы на лекции или не ходили, посещали вы семинары или нет, участвовали ли вы в разговорах или не участвовали. Третий совет. Не пытайтесь списать. За рубежом, в принципе, нет такой культуры, как списывание. Считается, что если ты платишь деньги за получение достойного образования, то ты должен учиться самостоятельно, чтобы в будущем суметь использовать эти знания. Здешние студенты просто не понимают, зачем списывать. Ведь это означает, что материал не был усвоен. А зачем идти дальше, если это так? Какой смысл обучаться дальше? Да, есть зарубежные вузы, в которых образование бесплатное. Но и тут ни у кого не возникает вопросов о том, почему же стоит не списывать. Людям жалко потраченного времени в университете, если программа не была усвоена. А если это еще и дорогое учебное заведение, то жаль еще и денег. В Америке и вовсе берут кредиты на образование, которые потом выплачивают по 30 лет. И если подумать о целях, которые несут в себе высшие учебные заведения, то тоже начинаешь задаваться этим вопросом. Более того, нередки случаи, когда добрые местные одногруппники просто закладывают тех, кто решил списать. А в вузах США это сразу же нулевой балл на экзамене. Иногда даже с занесением в личное дело. И попадись вы снова, вас могут исключить из учебного заведения. Пункт 4. Подумайте хорошенько, прежде чем начинать работать одновременно с учебой. В России шутка о том, что раньше студенты учились и подрабатывали, а теперь работают и подучиваются, уже не является шуткой. Работает почти каждый по достижению 18-летия, а иногда раньше. Таков наш менталитет. И наши преподаватели даже относятся к этому с пониманием, позволяя студенту пропускать занятия, а потом спрашивая его по минимальной программе, лишь бы он ответил хоть что-то. За границей преподавателям все равно, работаешь ли ты и успеваешь ли учиться. Здесь все студенты между собой равны и спрашивают всех по одной программе. Конечно, когда человек переезжает за рубеж, иногда есть острая необходимость работать, ведь приходится тратить денег больше обычного. За жилье, коммунальные услуги, еду, документы. Но все же, переезжая за рубеж, лучше иметь финансовую подушку, которая покроет хотя бы год вашего обучения. За год вы как раз поймете, как работает местная университетская система, где нужно учиться и сколько времени тратить на все эти вопросы и так далее. А спустя год, когда уже будут сданы первые экзамены и выработается привычка учиться, можно будет начинать и работать параллельно с учебой. В принципе, все логично и понятно. Пункт 5. Не пропускайте занятия. Несмотря на то, что у студентов зарубежных вузов есть возможность планировать свое расписание самостоятельно, в вузах Америки или Великобритании есть обязательное количество часов посещения. Их посещение – допуск к сессии. В европейских вузах с посещением попроще. В большинстве из них оно не является обязательным. Исключение – специальности в области медицины и инженерии, а также творческие, поскольку здесь помимо знаний теории студенты также должны обладать и необходимыми навыками и умениями. Даже если бы и тут посещение было бы свободным, вряд ли бы студентам удавалось сдавать экзамены, потому что есть основная часть, которую необходимо знать к экзамену. Объясняется и применяется на практике именно на этих знаниях. Самостоятельно разобраться очень сложно. Есть также специальности, на которых только некоторые пары являются обязательными. Например, лабораторные для психологов в Италии. Для того, чтобы сдать предмет, необходимо не только сдать проектную работу, но и посетить около 85% занятий. Помимо советов касательно учебы, хотелось бы также дать рекомендации и в целом. Лучший способ заговорить на иностранном языке, как на родном, это максимально окунуться в новую культуру и постоянное общение с носителями. Но не стоит пренебрегать общение с соотечественниками, проживающими за границей. Потому что для менее болезненной адаптации необходимо общаться и со своими, кто понимает не только ваш язык, но и менталитет, шутки, образ жизни. Переехав, вам придется заселиться в новое место с другой мебелью, отличной от вашей, другими стенами, окнами, людьми. В конце концов, если вы планируете арендовать
жилье совместно с кем-то. Возьмите с собой из дома что-то, что будет напоминать вам о родном месте. Фотографии родных и друзей, уютное покрывало, ежедневник, которым вы привыкли пользоваться. Как бы вам ни нравилась новая страна проживания, тоска по родине неизбежна. А такие мелочи помогут почувствовать родное тепло. И не сидите на месте, окунитесь в учебу. Изучайте новые места и заводите новые знакомства. Найдите для себя какое-то хобби, движение. То, что спасает многих переехавших за рубеж и что держит на плаву. Не позволяйте скатиться в тоску и депрессию. И если вам интересна учеба за границей, она вам интересна, если вы смотрите этот ролик, заходите к нам на сайт www.smaps.ru, там много всего интересного из мира зарубежного образования. Ставьте лайк, если это видео было для вас интересным, подписывайтесь, если еще не сделали этого, и увидимся в следующих видео.